Как мужчины к ней относятся? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, вы мои товарищи императоры, ох, как же вас все и все достало, как же вас подвыбешивают. Вы, возможно, даже стали в последнее время более вспыльчивы. Вот можете реагировать даже на те вещи, на которые раньше могли закрывать глаза. Ну, то есть потрепала жизнь и окружающие вам нервы. Опять-таки мне показано, в вашей жизни были и любовные треугольники. У кого-то проиграется, что женщина изменяла. Также мальчишки, среди вас есть тоже те. Ну, кто тоже, в принципе, ходил налево. Ну, давайте уточним, что это были за походы налево. Мне прям интересно. Вы же у меня такие все класснючие. А здесь вдруг показан любовный треугольник. Смотрите. Это такой ваш левак был, ну, у кого это проиграется, понятно. Это левак спасения. Это скорее левак, когда вы были уже, ну, в таких плачевных отношениях, когда все начало разваливаться, когда вот вы уже страдали. Будучи, может быть, еще в браке, может быть, в отношениях, гражданский брак, неважно. Поэтому, ребят, не все так страшно, как мне сразу показалось, да, я уж как-то так подрастроилась, вы же у меня хорошие мальчики. Поэтому те из вас, которые вроде бы как ходили налево, но это действительно от отчаяния, это от одиночества, это как какой-то глоточек чистого воздуха, потому что в своих отношениях вы не получали, ну, от женщины какого-то тепла, даже, может быть, интима в достаточном количестве, да. В вашей жизни, боже, было столько выноса мозга, ребят, вам столько выносили мозг, возможно, у кого-то проигрывается и сейчас. Кто вам выносил мозг? Ох, какая у нас сегодня сигнификация, боже. Смотрите, опять-таки пентаклевая королева к нам пришла сегодня на расклад. Это говорит о женщине, которая материально ориентирована. Это женщина, любящая деньги, подарки, красивую жизнь. То есть вам мозг по жизни выносит как женщины. У кого-то проиграется, что дети, либо внуки тоже вам немножечко так периодически, особенно если это взрослые дети, могут немножко так пощекотать нервы, потому что это может быть либо переходный возраст, либо вот какой-то знак протеста. У кого-то может быть это такой, знаете, порыв самостоятельности. Вот они хотят показать вот свою правоту, свою самостоятельность. Ну, то есть у них своя правда. Ну и, конечно, вы как родители переживаете за них, поэтому тоже может проиграться. По работе тоже у кого-то проиграется, что и по работе. Ну, в общем, это такой микс. У кого-то одно проиграется, у кого-то дети, у кого-то, может быть, три в одном. Женщина, дети, либо ребенок и еще и на работе. Давайте-ка сделаем маленький опрос. Ребят, мне прям по самое не могу интересно. Давайте сделаем такой опрос, знаете. Напишите в комментариях, вот по жизни, кто больше всего вам треплет нервы? Женщины, если это взрослые дети, либо внуки, тоже пишите. Если это работа, там, начальники, коллеги, пишите. Может быть, у кого-то родственники, может быть, еще какие-то, может быть, соседи у кого-то, да? Вот мне просто интересно. Но я думаю, большинство напишут, что это женщины, да? Как говорят, все беды от женщин, да, но и без них никуда. Ну ничего, и смех, и грех. Так, ну вы императоры, в принципе, вы сильные мужчины, но вам попадаются и сильные женщины. Ух ты! Смотрите, мне показана такая ситуация. То, что вы женщинам нравитесь по жизни, это даже не обсуждается. Другое дело, что мальчишки, обращаю ваше внимание, особенно у тех, у кого есть проблемы в личной жизни,
есть здесь магическое воздействие. Это может быть отворот, это может быть приворот, кто-то пытался делать, да, но это я смотрю более детально на диагностике. Либо другие виды магии, их очень много, поэтому обратите внимание, если кто-то не может устроить личную жизнь, причем это у нас уже не единожды выпадало в сигнификации, то здесь очень и очень большое внимание обратите, потому что, ну вот у вас как будто вот вы, знаете, как заблокированы. Вот я всегда магическое воздействие объясняю, ну так, простыми словами, чтобы вы поняли, да, вот здесь стоите вы, здесь стоят женщины. И вот они как будто не могут до вас достучаться. А те, кто достучаться, они очень быстро от вас отпадают. То есть это могут быть либо же длительные паузы в личной жизни, либо же вы встречаетесь, начинаете общаться, и все, и ничего не клеится, вы исчезаете, она исчезает, у всех по-разному. Поэтому обратите внимание, очень четко стоит магическое воздействие. Поэтому, кто хочет, залетайте под видео. Есть мой номер телефона, пишите, и будем с вами делать диагностики, если понадобится чистку. Итак, давайте-ка смотреть все-таки, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад и как мужчины к ней относятся. Женщина, из-за которой вы настрадались, и как мне показывает, что это, я даже не исключаю, что у кого-то из вас эта женщина тоже делала вам магию. Возможно, даже у кого-то проиграется, что как раз из-за вашей этой распрекрасной мадамы, в кавычках, у вас сейчас проблемы в личной жизни с новыми отношениями. Это женщина конфликтная, это женщина, за которой кто-то из вас еще страдает, потому что сердечко не отпустила, потому что она еще у вас в душе, в сердце у кого-то живет. Но то, что вы натерпелись все от нее, у каждого по-своему, это да. Это женщина с характером, это женщина, которая знает себе цену, она такая себе на уме, в принципе. Знаете, ну я постоянно хочу таких женщин называть генеральша в юбке. Ну никак по-другому. Амазонка, да, ну такая женщина-воин. Меня удивляют, вот просто до глубины души удивляют женщины, которые могут еще и руками махать в отношении мужчин, да. Но это вообще трэш. Ну, это я не знаю, как нужно относиться к своему мужчине, чтобы таким заниматься, да. Ты приходишь с работы, а тебя со сковородкой или со скалкой ожидают. Ну, такую женщину, я думаю, сразу лесом-лесом, полем-полем. Это маленький лайфхак вам, ребят. И смех, и грех, честно. Но у меня сегодня класснючее настроение, в общем-то, поэтому я пытаюсь с вами поделиться. Но здесь на самом деле хорошего мало, потому что у кого-то еще не отболело из-за этой женщины, да, опять же, это связано и с тем, как давно вы расстались. У кого-то остался просто осадочек, у кого-то еще болит душа, да, ну, то есть, и есть, опять же, постоянно показывая тех, кто, ну, еще ностальгирует, кто пытается, может быть, оправдать ее как-то, может быть, пытаетесь что-то вернуть, но это не получается. Ну, в общем, дама такая, ну, я бы с такой не жила, если бы я была мужчиной. Так, смотрим, мои дорогие, как же мужчины другие, да, я просто вот почему-то захотела сделать на такую тему расклад, я думаю, может быть, и вам будет интересно, вот как ее воспринимают мужчины, да, вот такую вот звезду, вот такую генеральшу. Давайте смотреть, как ее воспринимают другие мужчины. Смотрите, поскольку, в общем-то, любой более-менее опытный мужчина, неважно, 20 лет, 30, да, у кого какой стаж, да, у женщин может быть полной в 20 лет. Но, в общем-то, мужчины, которые ее окружают, а ее окружали, у кого-то и сейчас окружают, в принципе, мы не будем разбираться, прыгать к ней сейчас в постель. Мне просто интересно, как к ней мужчины относятся. Даже молоденькие гаврики, такие вот неоперившиеся птенчики, они ее воспринимают как пентаклевую королеву, то есть даму финансово ориентированную, которая любит выгоду, комфорт, денежки, подарочки, да.
То есть неважно, старший, младший мужчина, все сразу просекают, что она любит покрасоваться, что она связывается с мужчинами, ну, где-то по какой-то выгоде. У кого-то выгода финансовая, но здесь еще может проигрываться и интимная выгода, да, потому что она, ну, тоже такая любительница этого дела. Поэтому может быть даже тандем, два в одном, ну, если хороший любовник, да еще и богатенький, да, ну, почему же не поиграть в любовь, правда, ребят? Ну, есть у нее такое. Ну, она такая актриса, она ради денег, посмотрите, сразу же чутенько выпадает. Ради денег она поиграет в любовь, ну, с очередным ухажером. Ее воспринимают как женщину точно не для семьи. Помимо того, что как любительницу красивой жизни, ее воспринимают вот по карте дурака. Это обычно человек, который любит свободу, куда хочу, туда лечу. С ней классно потусить, с ней можно провести вечерочек, ночку провести. Но никак не жениться на такой женщине. Это, по крайней мере, ее так воспринимают. Мужчины, которые появляются в ее жизни, очень быстро от нее улепетывают, да? Вот они сбегают. Потому что, несмотря даже на ее такую, может быть, смазливую мордашку и неплохую внешность, вот энергетически плюс в общении, в разговоре, да, любой человек просекает, что ага, дорогушечка, да ты денежки любишь, да? Поэтому очень быстро мужчины от нее сбегают. Либо же, ну, еще есть такое слово, отмораживаются, да. Ну, типа там я занят, мне некогда встречаться, вот, ну, вы все эти отговорки, отмазки знаете, когда с женщиной не хочешь общаться. Поэтому все больше как-то ее динамят. Если раньше она динамила, да, у нее был период, когда, боже, какой кошмар, давайте сейчас уточним, мне прям интересно. Смотрите, у кого-то проиграется, что ваша, ну, такая амазонка, назовем ее так, да, был период, когда у нее было, ну, очень бурно, очень много, я пытаюсь так деликатно сказать, потому что одни нецензурные слова сейчас на языке, было очень много у нее партнером, скажем так. Очень много интима было разного, грязного, с мужчинами разного возраста, разного статуса. Она не брезговала, ну и в принципе сейчас она не брезгует, да, и женатиками. Поэтому как-то вот ее воспринимали, да, как женщину для утехи. Обычно вот я называю таких женщин, уж простите меня, ребятушки, за мой французский, но я помойным ведром, помойкой называю таких женщин. Вот был период, когда она собирала всякую грязь. Поэтому те, кто из вас хотят, допустим, там помириться с ней, вернуть что-то, но сначала как минимум пусть справочку принесет, да, что у нее там никаких букетов алых роз нет, и она вас не наградит этим букетом. Но это как минимум. Измениться она не изменится, ребят. Ее динамят, ее используют, ее вот как эскортница, я не знаю. У нее были мужчины и состоятельные, у кого-то сейчас, может быть, проиграется, да. Здесь использование чистой воды. Вот просто как женщину, несерьезную женщину для утехи. Больше вот, ну никак ее не назовешь. Да, семейными она тоже семейными. Причем, смотрите, здесь будет, либо же у кого-то, может быть, была, проиграется история, что мужчина, который женатый, но который при деньгах, она либо же сама будет пытаться что-то колдовать, либо пойдет кому-то, чтобы вот просто его отбить, увести, да, вот привороты, отвороты, вот эти все дела. Она будет это делать. Может быть, уже у кого-то делала просто вот ради денежек. Она хорошая манипуляторша и, в общем-то, знаете, она не поменяется, ребят. Вот не поменяется. Сказать, что она
что она супер-пупер вот нравится мужчинам как женщина, да, это да. Внешне она может нравиться, фигура может нравиться, там бюст третьего размера и так далее. Но вот то, что исключительно поматросили и бросили, это да, это мне постоянно, вот я и так и сяк перекладываю карты, мне постоянно об этом говорит. Мужчины так и будут ее динамить. Но это ее такое будущее, это ее, может быть, даже бумеранг. Об нее будут вытирать ноги и женатые мужчины, и холостые, разного возраста, разного статуса. Но что еще интересно, здесь могут быть, сейчас я уточню, вот когда ей будет совсем плохо, вы посмотрите, вот кто знает Таро, очень четко нам говорит сейчас. Вот когда ей будет плохо, когда ее бортанут все ее жезлы, все эти ухажеры, которые ее просто используют как помойное ведро, вот тогда она к вам проявится. Это будет не в ближайшее время, это скорее будет попозже. Когда ее будет накрывать депрессия, когда она будет чувствовать себя одинокой, вот тогда она может вспомнить о вас. Поэтому те, кто вдруг внезапно начнете общаться с ней, у кого она внезапно появится, так и знаете, что вот это ее такое притворство, да, игра в любовь, исключительно потому, что она никому нахрен не нужна. Вот тогда она поимитирует, да, это будет не в ближайшее время, она поимитирует все, что угодно. Не только то, что вы подумали, она поимитирует и любовь, и заботу, и, может быть, белой и пушистой. Но вишенка на торте, десятка мечей, это то, что как бы она ни играла, я думаю, большинство из вас ее не допустят к себе. И как бы она там не пыталась притворяться, рассказывать, что она там жить без вас не может, все что угодно, да, она может приплести, как она думалась, как она виновата. Ну, в общем, сказок она много знает. Поэтому единственное, просто не поведитесь на это, толку не будет. Абсолютно толку не будет. У нас даже снизу колоды дьявол, да, вот карта дьявола. Это о чем говорит? О том, что это всего лишь вранье. Это ее подхалимство, это ее лицемерие, но это ее безысходность. Вот вы у нее будете как последний шанс в каком-то смысле, потому что она поймет, все другие ее чисто пользуют. А вы-то любили. Поэтому, мои дорогие мальчишки, не подбирайте грязь, как бы она там не подкатывала. Мужчины ее, ох, как не уважают, ох, как ее пользовали, пользуют и будут пользовать. Знаете, как-то мне даже противно. Вот противно смотреть на эту грязь, которая происходит в ее жизни. Представляю, как противно вам. Ну, может быть, было кому-то просто интересно, да, вот как она поживает. Может быть, у кого-то охота отобьется ее возвращать. Потому что, ну, извините, Бобик очень сильно начнет кашлять и чихать, если вы в такую помоечку окунете собачку свою. Даже не думайте, ребят, даже не думайте, потому что потом хлопот не оберетесь. Лечение нынче дорого. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!